Я себе эту жизнь представляю как дорогу. Длинную дорогу, иногда короткую дорогу. Вот представьте себе, вы на этой дороге можете встретиться с множественными трудностями, сложностями и облегчениями. Вот мне недавно мысль пришла, что если человек... Вот представьте, вы на машине едете и оборачиваетесь все время, смотрите на зеркало, которое вам показывает задний вид, да, то есть... И если человек все время туда смотрит, в это зеркало смотрит, то ему будет неизбежно попасть в несчастный случай или авария с ним случится. Почему? Потому что он все время оглядывается назад. Жизненные ситуации, они таковы. Нужно иногда оборачиваться, смотреть, но все время, то есть повернутой головой на стекло, которое сзади показывает, ездить это неизбежный еще несчастный случай, который у нас будет впереди. Чтобы не допустить тех же проблем, которые у нас были в прошлом, нужно иногда оборачиваться, смотреть и задумываться, так почему со мной это случилось? Помните, вот так я сделал, поэтому случится. Но не зацикливаться. И смотреть вперед, чтобы еще такая же проблема нам не попалась. Чтобы мы не попали либо в другую проблему. Поэтому застревать во времени, я так называю в наше время это когда определенные люди застревают во времени. Вообще это является неправильным, когда человек в себе держит либо обиду, либо какие-то моменты, которые он застрял во времени, не может отпустить вот это все. Потому что в исламе человек может отпустить и продолжать жить, потому что жизнь продолжается. Минимум человек должен бороться с этим. Если у человека не существует такая борьба, этот человек со временем либо превратится, извиняюсь за выражение, в сумасшедшего, либо превратится в человека, с которым легко можно поссориться, поругаться, или же человека, который несчастный просто, потому что он застрял в одно время. К сожалению, в наше время очень много таких людей. И часто замечаю, как отпустить обиду, как отпустить ситуацию, как забыть, как не допустить это впредь. Так твое прошлое – это то, что связано с твоим будущим. Если ты в будущем не будешь смотреть то, что ты в прошлом допустил, так это твое будущее все равно станет прошлым через некоторое время. Поэтому, чтобы это будущее не стало похожим на то прошлое, тебе надо смотреть вперед, идти и набраться терпения и не думать о том, что с тобой случилось в прошлом.